Привет-привет! Меня зовут Людмила, и вы на моем канале Людмила Шпакова в потоке. Сегодня у нас с вами будет еще один потоковый разбор, и название к нему звучит так. Мой новый знакомый. Что он думает на мой счет? Сегодняшний разбор будет на 3 позиции. Пожалуйста, загадывайте ваших новых знакомых. Ну и для начала сделаем небольшую сигнификацию самого мужчины, может быть, ситуации между вами, да, чтобы вы его узнали и узнали вообще ваша ли позиция и узнали получше самого человека. Да? Значит, моя лятуй, видите, как Лисенька хочет сегодня нам тоже помогать. Вот. А дальше мы с вами посмотрим, да, что же этот человек о вас думает вообще. Понравились ли вы ему, да, или у него какие-то скрытые мотивы, скрытые цели вашего знакомства присутствуют. Вообще его мысли о вас. И, конечно же, возьмем небольшой совет, да, от высших сил для вас, как вам себя вести, что делать, да, вот с этим вашим новым знакомым. Ну и мы начинаем, мои дорогие, да, двоечки, троечки идут в ожидании у нас. Мы начинаем с единичек. И новый знакомый у нас очень мутный, очень скрытый, на него идет блокирующая карта. Поздравляю вас, поздравляю. Чего скрываем, товарищ? Чего скрываем-то так? Вы знаете, этот человек на самом деле скрывает свое истинное лицо. И если вы познакомились в интернете, то наверняка те фотографии, которые вы видите, это не его фотографии. Здесь человек вообще о себе не хочет заявлять миру, да, гораздо логичнее было бы, если бы вы с ним познакомились не в сети, а вот где-то в реальности, да, скажем, ну, там, в транспорте, не знаю, в кафе, в тренажерном зале, например, да. Вот, значит, почему? Потому что здесь вообще человек не любит сеть интернет, и он не хочет, чтобы его данные так или иначе в этой сети фигурировали. Поэтому, если вы познакомились через интернет, то, что вы видите, это не он. Да? То есть он может использовать чужие фотографии или же вообще просто ничего не ставить, выходить для некого общения, ну, потому что сейчас без интернета невозможно общение, да, значит, ну, о себе ничего не показывать, да, вот, значит, здесь какая-то такая фишка у него, да, спрятаться, чтобы никто обо мне ничего не знал. Вот, значит, перед нами кубковый король. Кубковый король может быть чистого водного знака зодиака, да, рыбы, раки, скорпионы, вот, который имеет на первый взгляд, да, все характеристики мечевого. То есть сам по себе человек мягкий, чувствительный, податливый, очень внушаемый. Человек, который может залипать в отношениях. Но при этом, да, когда вы только начинаете общаться, он кажется жестким, он кажется таким избегающим, холодным, расчетливым человеком. Да, человеком, который действует от ума, а не от чувств. То есть он первостепенно показывает лицо мечевого короля, а сам является кубковым. Значит, что еще о нем нам говорят? Скорее всего, он разведен, или же, если он женат, то живет отдельно от своей семьи. То есть семья как бы присутствует в его поле, но это не то, что имеется в виду, да, когда мы говорим, что человек женат. Он не живет, допустим, там, со своей женой, он не живет со своими детьми. Здесь, скорее всего, все-таки он разведен, но он точно был женат, потому что у него как бы есть в поле вот эти вот взаимосвязи семейного характера.
Значит, что еще о нем хотят сказать? Этому человеку от отца досталось какое-то наследство. Я думаю, конечно, вы вряд ли об этом знаете, учитывая, что это новый знакомый, да, но информация идет, я не могу ее не донести. Значит, сам по себе человек достаточно незрелый, и он боится этого мира, он боится какой-то реализации самостоятельной, но от его отца ему достались какие-то деньги или какой-то бизнес. То есть, в принципе, он может, отец вполне может быть и жив, да, он может работать на фирме, принадлежащей его отцу, занимать какую-то должность не потому, что он такой весь умный и способный человек, а потому, что фирма принадлежит его папе, да, часто мы, собственно, сталкиваемся с подобными вещами. Вот, то есть здесь мужчина, который привык жить богато, мужчина, который привык себе ни в чем не отказывать, но все блага, все богатства, которые у него есть, да, и к которым он так сильно привык, на самом деле заработаны не им, а его родителями. В частности, здесь показана мужская фигура. Отец, дядя, дедушка, да, кто-то близкий в роду, кто все дал своему любименькому и в попу поцеловал. Вот. И получается так, что вроде как у этого человека есть деньги, но он к этим деньгам отношения не имеет. И если вдруг вот этой большой поддерживающей руки не станет, да, то как бы и он быстро обеднеет. Вы же прекрасно понимаете, да, что если человек сам деньги не зарабатывает и не заработал, то он их очень быстро может спустить на нет. Вот, значит, вот как-то так о нем рассказывают. Рассказывают, что у него, возможно, были какие-то надежды на знаменитость, на славу. Человек мог быть в прошлом спортсменом, пианистом, певцом, да, танцором. То есть он мог заниматься чем-то, что могло принести ему в будущем славу. Но это не сбылось. Это не сбылось, не хватило таланта, не хватило терпения, не хватило старательности какой-то. Вот. Здесь вообще достаточно такой капризный человек, человек, который хочет, чтобы его принимали вот таким, какой он есть, с обидами, с такой повышенной ранимостью, я бы сказала. И если у него что-то начинает не получаться, он это бросает. Вот так. То есть здесь вот мужчина с такими показателями. Хорошо. Смотрю, микрофон свой, он на месте. Тут у меня вроде все пишется. Буду проверять. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что же этот человек в целом думает о вас. Да? Вот я думаю, какую колоду мне взять на его мысли. Что он думает о вас? Он думает о вас. Так, на сегодняшний момент здесь все мысли только о сексе, если честно. То есть у него различные фантазии с вами в голове, но эти фантазии, они касаются не только вас. Как бы здесь вообще человек, судя по всему, любит секс. И очень много чего в этом сексе видел. Да, если так можно сказать, опытный товарищ. Хоть и я не вижу, чтобы это был человек прям такого, знаете, зрелого возраста. Ощущение, что мужчина-то молодой, вот, но повидал он здесь много чего. Может быть, потому что есть денежки, да, когда есть денежки,
очень, ну, или очень богатые, или просто богатые люди, да, часто скучают у нас и пытаются как-то вот в сексе всякие изощрения получить. Вот, значит, вы этого человека привлекаете сексуально. Здесь все про жезлы, все про секс в вашу сторону. Очень много влечения, очень много желания, очень много обсасывания мыслей о вашей внешности, о вашей красоте. Вы для него вкусная женщина, вкусненькая, понимаете? То есть и фигура ему ваша нравится, и личико ваше нравится, и энергетика женская нравится, да, то есть вот то, что вы несете с собой. Всем нравятся разные вещи, да, вы можете быть и худенькой, и полненькой, и резкой, и наоборот очень женственной. Вот ему нравится то, какая вы. Ему нравится общение, да, я думаю, что ваше общение, оно все с эротическим уклоном, потому что здесь все мысли о вас связаны только с эросом, только с сексом, только с сексуальными мечтами. Значит, он везде, вот во всем общении с вами видит вашу сексуальность. Вот вы просто говорите о чем-то, да, рассказываете о своей жизни, о каком-то событии или задаете ему вопросы, а он вот в этом всем чувствует сексуальный подтекст. Понимаете? Если вы общались лично, здесь человек смотрел на ваши губы постоянно. То есть он в глаза очень редко вам смотрел. Он смотрел на ваши губы, как они двигаются. Да, а он заглядывал куда-то там в ваше декольте, возможно. Может быть, смотрел там на движение ваших рук. Вот он в этот момент, в момент вашего общения, он себе представлял всякое разное. Вот. И если это было общение по интернету, по переписке, он тоже себе представлял, и бог весть, что он там еще делал в этот момент. Потому что здесь все про секс. И его мечты о вас, они связаны еще с какой-то группой лиц. То есть человек вписывает вас в некую группу и в своей голове все это фантазирует, представляет, как бы это было. Ну вот такой он. Ну вот куда деваться, да, вот такой человек. Вот. При этом он считает, что вы слишком правильная, слишком принципиальная, и тем интересней пробить эту вашу принципиальность и склонить вас к тому сексуальному контакту, который ему хотелось бы получить. Сказала очень длинно, но надеюсь, вы понимаете контекст того, что я сказала. Он заинтересован в вас как в сексуальном объекте. Это все должно быть тайно и не выходить наружу, да, но почему-то есть причины на это. Вот. И он видит, что вы не такая, да, что вы недоступная абсолютно женщина, вы идете по иерофанту, женщина, которая знает себе цену. Вот. Ему очень интересно при помощи каких-то шагов вас все-таки, да, пробить вашу оборону, да, склонить к вот этому сексуальному контакту, может быть, даже группового порядка, который он себе придумал, да, в своей голове, в своих фантазиях. Значит, если вас интересует, нравитесь ли вы ему, вы привлекаете его как женщина, как сексуальный объект, как тело, как энергия, как сексуальный ресурс, который ему очень хочется получить. Вы его привлекаете не как отдельный объект, а как женщина в контексте какого-то группового взаимодействия. Я это 10-й раз говорю, чтобы вы понимали. Да? Не могу я сказать какие-то такие вещи, ну вот здесь с экрана напрямую, да? Но вы должны понимать, что этот человек для вас еще и опасен. Если вы сами, да, хотели бы себе человека для отношений, для того, чтобы он вас уважал, еще что-то. Потому что здесь у человека, я не вижу каких-то прям там злостных мыслей, да, но вот если вас смущают подобные вещи, то будьте осторожны. Хорошо. Давайте
Совет посмотрим для вас, да, от высших сил, что вам делать с этим человеком. Сейчас, вот знаете, говорю, и меня прям ударило такое, знаете, осознание. Передо мной лежит блокирующая карта, то есть человек о себе скрывает информацию, не хочет показать истинное лицо, не хочет рассказывать, кто он на самом деле, мечтает о групповом сексе с вами. Вот прям страшно стало, если честно. Вот прям долбануло, и так ты что говоришь-то, тут надо бежать как бы уже. То есть все так лайтово, а на самом деле это нифига не лайтово. Здесь все что угодно может быть с вашим новым знакомым. Совет. Давайте послушаем совет. Угу. Вы должны помнить уроки, которые вы получили в прошлом. У вас есть проблема, да, которая может вас кинуть в руки неподходящему человеку. Это проблема, что вас кто-то не выбрал или в целом вас не выбирали. Может быть, вы считаете себя некрасивой. Может быть, вы считаете, что вы недополучили любви в этой жизни. Значит, там всякое может быть, да, или какие-то предыдущие отношения, в которых вас не выбрали, оставили на вас очень серьезный след. Не на вас, а внутри вас. Так вот, вы из-за вот того, что постоянно ждете, что вас должны выбрать, что вам надо долюбить, вам надо что-то дочувствовать, да, как бы вам пусть придет мой принц и так далее, можете повестись на действия и слова человека, да, которые потом окажутся обманом. Значит, вам говорят следующее, что в вашей жизни есть все, что вам нужно для того, чтобы вы были счастливы. Вы находитесь в императрице, у вас есть ресурсность. Вы обладаете красотой, умом, ресурсностью. И, скорее всего, у вас есть дети, да, раз императрица, и есть дом, все в этом доме обустроено. Да, то есть вы обладаете всем для того, чтобы быть счастливой женщиной. Значит, и высшие силы говорят вам сохрани в себе эту императрицу, сохрани в себе эту чистоту, сохрани в себе веру в настоящую любовь, да, и не принимай сексуальный позыв, не принимай туз жезлов за двойку кубков. То есть вот этот новый знакомый, мы же смотрим совет в контексте этого человека. Он делает сексуальные комплименты, он пробуждает в вас сексуальную энергию. И, возможно, вы думаете, что эта любовь пришла в вашу жизнь. Но это не так. Вас как бы просят высшие силы, они здесь не то чтобы дают жесткое предупреждение, да, потому что, видимо, вы очень разумный человек, да, вы человек разумный, вы человек, который, рационально рассуждает, не поддается чувствам, вот, но тем не менее, вот эта вот фишка, что вас кто-то не выбрал, не было выбора в вашу сторону, да, она работает против вас. Вы можете думать, что, вот этот человек выбирает меня, вот посмотрите, сколько он мне внимания оказывает, посмотрите, какие он мне комплименты делает, да, вот. И здесь они говорят, чтобы вы не перепутали, да, его сексуальный импульс в вашу сторону с настоящей любовью. Вам говорят о том, что вы должны сохранять себя, свою ресурсность и думать о том, что вы уже имеете, что вы уже в принципе имеете все, что вам необходимо для счастья. Если вы сохраните в себе веру в любовь и не будете принимать вот эти сексуальные позывы и проявления в вашу сторону за настоящее чувство, то в результате, да, уже после вот этого нового знакомого к вам придет настоящее чувство, взаимное чувство.
Ну вот как-то так, понимаете, здесь не говорится о какой-то опасности, которую он вам несет, да, а может быть именно потому, что вы очень разумный, рациональный человек, что вы еще не залипли, вы еще не попали в эти сети. Может быть, поэтому. Вот. Но здесь конкретно говорится о сохранении ресурса, о том, чтобы вы помнили уроки вашего прошлого, у вас были учителя, да, которые как бы научили вас, вы должны помнить уроки этого прошлого и не сделать ошибки. И не сделать ошибки. Но аркан смерть на дне колоды, да, аркан полного обнуления, говорит о том, что, скорее всего, вот эти отношения или они обнулятся сами собой, да, ввиду того, что ввиду вашего неучастия, или вы сами решите их обнулить после того, как мужчина начнет подтверждать мои слова, да, подтверждать то, что я говорю. Благодарю вас, единички. Двигаемся дальше. Слушайте, ну как бы это... Что происходит? То блоки. Блокирующая карта на первой позиции. На второй позиции товарищ и господин дьявол пришел. Ну ладно. Давай, в чем же твой дьявол, дружочек? Я так люблю переписываться, говорит он. Я так умею переписываться. Я в этих переписках дока. Я умею лапши такой женщине навешать. О, господи. Слушайте, девчонки, что-то какие-то новые знакомые пошли у вас. Все не те. Значит, здесь мужчина молодой, во-первых. Мужчина, который ведет отношения с женщиной в основном по переписке. Значит, он такой подуставший, человек, который все время ищет каких-то эмоций, человек, которому все время мало эмоций, мало того, что его любят. Ну, то есть вот он говорит, ты меня недостаточно любишь, ты недостаточно для меня делаешь, ты недостаточно проявляешь эту любовь. Да? Мало слов, мало действий, докажи мне, докажи, что ты меня любишь. Когда вы с ним разговариваете, он говорит, мама его не любила. Значит, ну там первая жена его не любила, использовала. Все время говорит о том, что женщины его использовали, его не любили, не гладили, не целовали, всячески говорили о его недостатках. И как бы намекая вам, да, что вот вы та самая женщина, которая должна его в этом разубедить. То есть вот вы должны ему доказать, что не весь женский род такой плохой, меркантильный и злобный, а вот именно вы умеете любить. Вот прям проверяйте себя, да, это сигнификация, вы четко уже поняли, оно или не оно. Вот, значит, здесь мужчина такой плачущий, все время давит на жалость, непонятно на что обижается, пытается вас пристыдить, как тебе не стыдно, зачем ты так говоришь. Вы ему, допустим, спрашиваете, слушай, а ты тут не арбузингом занимаешься, товарищ? Не Альфонс ли ты? Не будешь ли ты у меня денег просить? Ну вот, можете же спросить, да? Вот, а он такой, ты что? Ты затронула самые благородные чувства внутри меня. Как ты смела, женщина, такое сказать? Да я женщин ношу на руках. Это они все время меня вот, ну, как-то шпыняют, недооценивают и так далее. Вот, значит, ну такой вот тонкий, притонкий манипулятор перед нами. Манипулирует чувством жалости к себе. Я одинокий, меня никто не понял в этом мире. Вот, значит, может быть, он какой-то поэт или писатель. Я вот что-то там пишу, я вот какую-то там какие-то вирши сочиняю или какую-то прозу, но все в стол, потому что мир меня не понимает. Все считают, что я дурак. Вот, значит, что еще? Что еще? Говорят о том, что уже между вами какая-то пробежала такая крысочка, да, почему? Двоечка мечей, скорее всего, общение прекращено. То есть ваш новый знакомый уже
или мог вас заблокировать, или пропал. Общались, и в какой-то момент он перестал писать. Да, вы такая сидите, думаете, а почему? А его просто нет уже там, может, пару-тройку дней или недель. Вот, то есть, в принципе, это такая манера поведения у человека. Он очень тревожный, очень какой-то такой нервный. Все время ему кажется, что всем вокруг есть до него дело, что все его не особо любят, вот, следят за тем, что он делает или не делает. И это такой человек, который может от активных действий, переписок, признаний, еще чего-то, внимания в вашу сторону, да, как-то мгновенно перейти к молчанию, полному причем молчанию. Такой вот человек. Он очень своеобразный, у него очень подвижная нервная система. Очень подвижная. Кстати, может разораться ни с того ни с сего. То есть вот вы ему что-то не то сказали, пошутили неловко, все, он может тут же начать на вас орать. Несмотря на то, что вы знаете друг друга без году неделя. Вот такой здесь мужчина, очень-очень своеобразный. И здесь товарищ, да, который умеет петь песенки в интернете, в общении по переписке. Он умеет вот как-то так тонко выразиться, красиво, что это возьмет вас за душу, понимаете? Песенки петь в плане укулельные, вот эти на укулелях песенки, понимаете? Какая ты красивая, какая ты сексуальная, чудесная, раз чудесная женщина моя. Вот, ну, то есть вот это вот все, что нам очень нравится. Хорошо. На самом деле дьявол здесь его не в его безумной харизме, не в том, как он умеет проявлять интерес к женщине, а в том, что он очень психически нестабилен. Он психически нестабилен, он очень зависимый человек. Здесь могут быть зависимости и алкогольные, и наркотические, и он залипает очень быстро. Здесь человек, который может быть прям сталкером, да, то есть вы познакомились, потом он вам разонравился, вы вроде как разорвали отношения, а он годами сидит на ваших страницах, годами вас преследует, ищет с вами встречи. Периодически вы там в окно офиса видите его машину, как он там покуривает за рулем. И вы такая думаете, ну не может быть. Может. То есть вот этот человек, он как раз как бы из вот этой категории, у него очень-очень как бы вот какие-то подвижные процессы в психике присутствуют. Что он думает о вас? Очень хочется сексуального контакта, но я молчу, говорит он. Ну, то есть и двоечка мечей, да, говорит о том, что мог и заблокировать, мог и замолчать, или вы его заблокировали. Общения здесь нет, но очень хочется секса, очень хочется взаимодействия, тактильности ему хочется. Вот у нас в первой позиции прям какой-то сексуальный маньяк был, а в этой позиции, во второй, он не сексуальный маньяк. Ему хочется секса с позиции тактильности, с позиции «вы ему очень сильно нравитесь». Хочется прикоснуться, хочется обнять, поцеловать, ласкать там в разных местах, чтобы вы тоже проникались к нему. Ему очень важно, чтобы его любили, очень важно, чтобы им восхищались. И о вас он думает здесь с позиции, вот хочется прикоснуться, хочется какого-то такого близкого контакта, чтобы она от меня аж пищала. Чтобы она тоже начала обо мне мечтать, так же, как я мечтаю о ней. Здесь опять идет переписка. Человек перечитывает ваши переписки, возвращается к ним, взвешивает что-то внутри. И он опять говорит, переписка невозможна. Это вот как раз, знаете, из тех товарищей, над которыми я время от времени посмеиваюсь.
который мог самостоятельно вас заблокировать и ждет теперь вашего сигнала с ближайшей звезды. Понимаете? Что вы откуда-то ему все-таки сможете написать, что вы приложите усилия, чтобы ему написать и просигнализировать. Вы все еще ждете. Такой своеобразный товарищ. Вот, значит, мечтает о вас, думает о вас, очень хотел бы контакта, очень хотел бы, чтобы вы первое позвонили, вы первое написали, вы снизошли до него. Вы здесь десятки пентаклей, то есть вы такая, цену себе знаете, абсолютно самодостаточная, независимая женщина, которой, в принципе, от него нафиг ничего не надо. А ему очень хотелось бы вашей зависимости. То есть он говорит, что сейчас я как-то в просящей позиции нахожусь и жду, прошу, значит, унижаюсь перед ней. Почему-то он себя чувствует униженным рядом с вами. Вот. А хотелось бы мне, чтобы все перевернулось с ног на голову, чтобы то она просила, чтобы то она унижала, чтобы то она обо мне думала. Вот такие мысли. Мысли о вас присутствуют. Он в залипоне находится, прям в таком серьезном. Он эти мысли крутит постоянно, постоянно, постоянно. Но все это с позиции того, она должна проявиться, она должна написать с ближайшей звезды, значит, показать мне, что я ей нужен, я очень хочу тактильности, так, чтобы она посчитала меня лучшим любовником на свете, чтобы она от меня была зависима. Я очень хочу, чтобы эта прекрасная десятка пентаклей не просто снизошла до меня, а чтобы она вступила в зависимость от меня. Вот чего хочет он. Совет для вас. Совет для вас, мои хорошие. Совет для вас. Не возвращайтесь к прошлому. Может, этот новый знакомый похож на кого-то из прошлого? Ну, на самом деле, здесь тоже как-то, во-первых, и дьявол, и пятерка пентаклей говорится о том, что эти отношения, да, они интересны каналом дьявол, да, потому что этот канал, он всегда что-то интересненькое нам предлагает. Недаром это канал искушения, да. То есть они для вас очень интересны, и они действительно залипательны, и персонаж интересный. Может быть, вы еще и психолог по образованию, и вам интересно, когда человек такой немножко, знаете, где-то с придурью, где-то с какими-то странными проявлениями девиантными, да, и вам интересно еще с точки зрения психологии его расследовать немножечко. Вот. Но тут ситуация следующая. С этим мужчиной вы можете попасть в очень серьезную зависимость. За эмоциональную зависимость, сексуальную зависимость. Именно потому, что он очень своеобразный, с какими-то отклонениями, да, и вы здесь можете соприкоснуться травмами своими. У вас тоже есть какая-то травматика. Значит, вы можете соприкоснуться, и потом это будет очень тягостная связь, когда вы не можете быть вместе, потому что вы не подходите друг к другу. Но вас все время очень муторно, тягостно тянет друг к другу. Как-то хочется встретиться, хочется написать, но непонятно, за каким хреном писать, но хочется. Вот, я не знаю, что с этим делать. Вот с этой позиции этот человек для вас опасен. Значит, и пятерка пентаклей говорит о том, что взаимодействие с ним приведет к тому, что вы будете терять деньги, причем много денег. Человек, через которого уходят ваши финансы. Будьте очень осторожны. С одной стороны, кажется, что эти вещи не зависят друг от друга, но в тонком плане все зависит друг от друга. Понимаете? И какие-то люди, вроде как любовь или сексуальные отношения, могут привести к потере денег. Вот как это так работает, девочки. Вот, значит, совет для вас от высших сил. Не возвращайтесь к какому-то прошлому, не повторяйте прошлых ошибок. Сейчас у вас есть намерение, сейчас у вас есть
какое-то дело, какое-то решение, которое вы должны принять, да, то есть перед вами есть какое-то дело, которым вы должны заняться. Это серьезное дело, это или новый бизнес, или какое-то обучение, куда вы собрались пойти, или вы собираетесь сами стать учителем, открыть какие-то курсы по обучению, да, вот, значит, занимайтесь вот этим. Высшие силы говорят вам: ну, блин, дорогая, у тебя же есть чем заняться. Какого фига ты вот на вот такое вот странное внимание-то обращаешь? Вот как-то так. Как-то так. Вот совет звучит именно так. Совет звучит именно так. Благодарю вас, двоечки. Двигаемся дальше. Все карты выпадают на третий. Слушайте, блокирующая карта. Далее идет дьявол. Далее у нас идет карта смерти. Ну, что у нас сегодня такое-то? Кого поприводили? Девчонки, что за новые знакомые такие? Давайте посмотрим, о чем это, да? Что происходит. Ваш новый знакомый. Угу. Короче, ни один знакомый сегодня мне не понравился. И это тоже не нравится, потому что маг семерка мечей говорит об определенных вещах. Значит, что за человек у нас такой? Что за человек такой? Первое, человек, он не свободный. Скорее всего, это женатый человек, у которого есть определенные обязательства. И, может быть, он скрывает от вас то, что он женат. Находится он на расстоянии от вас, этот человек, и общение, скорее всего, идет через переписку. Безусловно, вы могли познакомиться и не в интернете, увидеться могли, но сейчас как-то вот общаетесь через расстояние. У этого человека есть отдельная от вас полноценная жизнь. Полноценная — это значит, у него есть и семья, у него есть там работа, еще что-то. Вот. Но обо всем об этом вам знать и думать не полагается. Вот, значит, это крайне манипулятивный человек, крайне, который привык управлять отношениями с женщиной при помощи, вот знаете, определенных ниточек, которые привязаны к ее болевым точкам. Это человек, который сначала женщину изучает очень так пристально, заставляет ее быть искренней, да, показывает ей свою искренность. Только это не искренность, это выдумки. Да? То есть если он что-то рассказывал о себе такое глубинное, да, там в детстве, ты знаешь, учитель по физкультуре потрогал меня за причинные места, и я с тех пор думаю, не голубой ли я. Не верьте вы в это. Этого не было. Этого не было. Это человек выдумывает для того, чтобы создать у вас иллюзию искренности и близости. Он это делает для чего? Для того, чтобы вы раскрылись, для того, чтобы вы рассказали какие-то тайны свои, да, которые, может быть, и не страшные, но они для вас имеют значение, понимаете? И тогда он будет держать вас уже за какие-то ниточки, понимаете? То есть одна тайна, другая тайна, какое-то переживание душевное, да, какое-то воспоминание из детства. Вот все, что вы ему рассказываете, это определенные ниточки, за которые он вас привязывает к себе. Он все запоминает, он все где-то, может, там записывает, да, анализирует для того, чтобы потом манипулировать этими знаниями. Ничего не рассказывайте о себе. Не надо.
Не надо никаким новым знакомым этому, не важно о себе рассказывать. Это все чревато. Значит, здесь человек очень серьезный манипулятор, который собирает вот эти все сведения, и потом он обязательно когда-нибудь все это настроит против вас. Обязательно. Вот что-то пойдет не так, если ваши отношения будут продолжаться, да, и через время вы услышите из его уст болезненный укол именно в то место, где у вас болит. Поверьте. Или некую информацию он возьмет, вы там ему рассказали, что вы где-то там что-то сделали противозаконное, да, как бы, и вас пронесло, а потом не пронесет, потому что он на вас напишет какую-то докладную. Понимаете? То есть здесь очень своеобразная личность. Очень своеобразная личность. Значит, он все время ищет шанс на то, чтобы хорошо устроиться в жизни. Золотой шанс. Он все время считает, что люди живут лучше, чем он, а он заслуживает большего, и поэтому он ищет более состоятельных людей, людей, которые могли бы его куда-то, знаете, вот пристроить, вот, и все время ищет какой-то золотой шанс на то, чтобы жить лучше в финансовом плане, вот. А карта смерти здесь, знаете, о чем? О том, что он обнуляет жизни людей, после него остаются руины. После него остаются руины. Вот он приходит в жизнь, женщины, не женщины, но после себя оставляет руины. Что он думает о вас? Что он думает о вас? Он думает, что вы достойный соперник. Первое, конечно, он вас воспринимает как императрицу. Вы очень ресурсная, вы мощная, очень умная женщина, перед которой он мог бы преклоняться. Но по сути я вам хочу сказать, что этого человека всегда поначалу так. То есть он первоначально начинает преклоняться перед женщиной, идеализировать ее, возводить ее в какие-то гипер-пупер положительные персонажи, а потом эта женщина летит с высоты большой в его собственной голове и в своей собственной жизни. Вот, значит, на сегодня вы для него императрица. Он говорит, она такая вот прям шикарная и умная, и красивая, и все у нее есть. И вот такая мне нужна. То есть вы ему очень сильно понравились. Пошла фаза идеализации. Значит, что он еще думает о вас? Он думает о том, что вы для него такой, знаете, соперник. Соперник. То есть достойный соперник, с которым будет прикольно пообучкаться, прикольно поперетягивать одеяло, понимаете? То есть здесь у нас маг в 7 мечей. Настолько человек, знаете, как хамелеон, умеет переобуваться в воздухе, ему всегда интересна некая игра, ему всегда интересно, когда женщина действительно достойный соперник. Она отвечает, она умна, ее на мякине не проведешь, понимаете? Ему интересно играть с такими. Вот вы именно такая, вы не простая, вы не дурочка, вы не простушка, понимаете? И он прям завелся. Вот прям я это чувствую, его энергии через меня проходят. Я завелся, блин, мы с ней поиграем, сейчас будем тусить, чё куда. Понимаете? Вот, значит, здесь человек играет ради игры. Понимаете? У него нет каких-то планов на будущее. Ему нравится драйв, ему нравится адреналин, который он получает от игры вот с такой женщиной, как вы. Да? Вы реально крутая в его глазах. Хочется с вами секса, хочется контакта, хочется взаимодействия. Я не буду говорить слово отношения, потому что в этом взаимодействии его задача это сначала покорить вас своей харизмой, а дальше спустить вас с небес, обесценить полностью, уничтожить, сделать вас несчастной, зависимой от себя женщиной.
после этого еще и в вашей жизни набарагозить такого, чтобы произошло полное обнуление по смерти. Ну, например, сделать так, чтобы вас уволили с работы. Или если вы замужем, сделать так, чтобы вы развелись и остались вообще ни с чем. То есть это его жизнь, у него как будто в крови вот эта потребность. Это человек-разрушитель. И если, когда мы говорим о башне, да, то человек сам находится вот в этих кармических процессах разрушения, то когда мы говорим о смерти, это говорит о том, что человек несет вот это, знаете, мертвое поле за собой в жизнь каждого, куда он придет. Это очень опасный человек. Это очень опасно. Здесь нет ничего святого. Никакой совести, никаких человеческих норм человек не соблюдает. Нету этого для него. Для него все, что ему пришло в голову сделать, сотворить, это все нормально, это все правильно. Он собрался с вами играть в долгую, пока не наиграется. Совет для вас. Завершайте эту историю. Слушайте, ну сегодня я, конечно, вам тут напророчила всем. Ну, девчонки, это все не мои знакомые, да, как бы кого привели, из того и исходим. Завершайте эту историю для того, чтобы сохранить себя. У вас очень сильные ангелы-хранители, вы реальная императрица, вот он вас считает императрицей, и вы. И над вами есть очень мощный ангел-хранитель в Иерофанте, это значит вот прям кто-то, кто вас курирует сверху, это очень мощная сущность, обладающая большими возможностями. Сейчас вам помогают, вас берегут. Вот этого вот товарища от вас, скорее всего, будут отгонять какими-то способами, да. Тем не менее, блокирующая карта на ответ говорит о том, завершай эти отношения, уходи из них мягко, нежно, не надо его блокировать, не надо там устраивать какие-то разборки, скандалы. Мягко, нежно уйти, это просто перестать переписываться, это просто там перестать отвечать на его сообщения. Да, или написать: я занята, или я там уезжаю в командировку длительную, лет на 10. Вот. Ну вот как-то так, знаете, здесь надо мягко выйти из взаимодействия, потому что этот человек-игрок, если вы блокируете, если вы что-то резкое делаете, будет следующий ход. И не факт, что он уже не узнал о вас какую-то важную информацию, которую может применить против вас. Вот будьте с этим человеком очень осторожны и мягко завершайте эту историю. Вам помогут, вам поможет ваш ангел-хранитель. Благодарю вас, мои дорогие. Вот такой сегодня получился разбор. И я, как обычно, хочу вам пожелать только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.